Добрый день, с вами Чалышев Сергей и магазин magic-wand.me. И сегодня с нами еще Naomi Tank. Это вибратор, достаточно, скажем так, ничего необычного здесь нет, но есть свои преимущества. Например, он твердый, и это очень хорошо заходит для точки G. Так, давайте посмотрим, что внутри. И, разумеется, как всегда, потом вас будет ждать отчет от тестировщицы, которая использовала уже данный девайс. Да, он использованный, я буду его трогать. Представляете, какой кошмар. Я этого не стесняюсь. Итак, вот так это все у нас выглядит внутри. Как всегда, обычная зарядка. Она не магнитная, просто вставляется внутрь. Да, обычно, причем люди удивляются, говорят, блин, куда там вставить? Там же все заделано. Да, обычно все вот эти вот дырочки, они заделаны. Изначально их надо протыкать, как бы дефлорируя первый раз свою игрушку новую. Интересно, есть ли что-то в упаковке. Там еще есть руководство пользователя без русского языка. По сути, ничего там нет. Там как его заряжать, как его контролировать. Есть кнопочка, удерживайте на 3 секунды и потом переключение скоростей. Ну, ничего особенного. Вот такой у них прикольный ложемент. Все интересно, но ну-ка. Нет, мешочка у них для хранения не положили. Его тут нету. Итак, посмотрим, что тут есть. Да, он действительно твердый. Как я говорил, твердые игрушки отлично использовать на точке G, но, собственно, у него и форма, собственно, предполагает, что именно туда он и будет использоваться. Вот мне хорошо, даже игрушки заряжать не надо, мне их присылают обратно заряженными. Итак, он у нас вибрирует. У него, соответственно, несколько режимов. Это у нас нарастающий, затихающий. Это еще быстрее нарастающий, затихающий. Это просто обычный. Это со сбивками. Би-би-бим, би-би-бим. Это просто снова нарастающий, убегающий. Быстро нарастающий. И здесь, по-моему, штук 7 всего лишь. Если я правильно понимаю. Что сразу не заметил. Здесь, значит, написано, что у него есть слайдер. Да, он работает. Причем именно как слайдер, просто так не работает. Это мы увеличиваем, уменьшаем скорость. То есть у него где-то 7, 8, 9, 10. И я не знаю, я сбился со счета, я не в курсе. По-моему, тут штук 10 как раз. Вот. И слайдером можно увеличивать, уменьшать скорость. Да, что, кстати, в общем-то, да, удобно. Вместо того, чтобы как дурачок кликать вот здесь вот какую-нибудь кнопочку, которая будет уменьшать, увеличивать. Основная часть вибрации, что примечательно, вынесена на конец. То есть здесь вибрация есть, но именно в правильном варианте должна вибрировать все-таки конечная часть, и она вибрирует больше, чем все остальное. Да. Соответственно, как вы понимаете, достаточно удобно использовать в вагине и в точку G. То есть, если бы у меня была рука, да, все бы получилось. В крайнем случае, мизинцем. А теперь давайте перейдем к самому интересному. К описанию от тестировщицы. Обожаю зачитывать ее тексты. Стимулятор для точки G Naomi Tank. Вначале она, кстати, сказала, что, какой-то он непримечательный, оставил его на конец. В самом конце, просто вибратор и вибратор. Посмотрим, что будет. Но потом сказала, что нет, он хороший. Итак, маленькое удовольствие для больших девочек. Для взрослых больших девочек. Самое прикольное в ней — это технология сенсорного слайдера. Вот, точно, она я про слайдер рассказывал, да, вот она оценила уже как женщина. Ручка удобная, просунула палец и держишь, направляя на нужный вектор. Да, как я говорил, именно с пальцем управления. Резонируешь с игрушкой в буквальном смысле. Я сначала ее недопоняла. То, о чем я говорил, да, она вначале подумала, что хрень какая-то. Пусть тактильно очень приятный на ощупь силикон, ПДА, но она просто прохладно относится к стимуляторам точки G в силу их специфической формы. Вроде идеальная кривая, они заводят, оно меня и все тут. Визуально имеется в виду. Да, девчонки, у вас на вибраторы часто очень большое визуальное, нравится, круто, не нравится, не подействует. Как правило, это с загогулиной вверху не очень приятно упирается в верхний свод влагалища. За счет этого стимуляция той самой точки G становится несколько агрессивной. Тут надо еще сказать. На самом деле, как я рассказывал на видео про сквирт, очень частая ошибка, что когда мужчина, например, вводит пальцы, он начинает давить ими не вверх, в сторону влагалища, потому что рука несколько под углом находится, а он начинает пытаться долбить переднюю стенку влагалища. И некоторые секс-игрушки, когда имитируют этот элемент, они видимо, также не рассчитывают, что при определенном углу надо будет давление делать, грубо говоря, не сюда, а вот туда, вперед. И надо больше усиливать именно верхнюю часть, то есть, грубо говоря, в сторону позвоночника, а не в сторону лобковой кости, которую часто и пытаются стимулировать.
С Наоми мы прошли примерно тем же путем. Больновато на входе, еще больнее при полном погружении, включаешь вибрацию, и она начинает скрадывать весь этот дискомфорт. Но, к сожалению, не настолько, чтобы я прям забылась от удовольствия. Большой плюс в сенсорном управлении: не нужно судорожно искать кнопки переключения скоростей, коих здесь 5. Да, она насчитала 5 режимов. Управление iTouch, это слайдер. Особенно, когда идет, в общем, очень сильная вибрация, девайс не выскользает из-за этого кольца, но лично для нее жестковат. Но, как я говорил, для многих, наоборот, были игрушки, мне их советовали привезти. Там они всегда были твердые. Некоторым девчонкам как раз наоборот, именно твердые игрушки позволяют с точкой G разобраться гораздо быстрее. Ну, а любой обычный вибратор, он будет мягкий, если он у вас уже есть, вы там прекрасно можете потом себе определить, какой вам нравится больше. Еще раз говорю, это скорее предпочтение. Мне советовали игрушку, она натурально совсем твердая была, тоже покрытая силиконом и так далее. Увы, там, не помню, Crystal что-то там, она снята с производства, к сожалению, их больше нет, но это можно сказать, почти их аналог я нашел. Понравился сенсорный слайдер, не понравилась форма. Слишком тверд и непреклонен. Фрикции в порыве страсти делать им точно не стоит. Если стимулятор твердый для точки G, им фрикции делать не надо. То есть для фрикции у вас должен быть другой вибратор. Это именно вы приложили, настроили, и он у вас вибрирует, и вы, грубо говоря, осуществляете такое движение, которое будет симулировать как раз движение пальцев. То есть примерно так он используется. Как я сказал, не всем он подойдет, но, говорю еще раз, кому-то, наоборот, именно жесткость важна при стимуляции точки G. Конечно же, нельзя рассматривать его как единственный вибратор, это скорее как дополнение к коллекции. Как я всегда разделяю, есть отдельные вибраторы типа Magic Wand, купил, и всегда его можно использовать. Если оригинал, конечно, подделки не настолько хороши. Или там будут, допустим, те же кролики, которые я показывал, они вполне себе, сами по себе живут. Но все подобные вещи, такие всякие пули вибрирующие, амобалет хотоктопусовский и многое-многое другое, это скорее вторичные аксессуары, которые используются вместе или периодически, как отдельно не используются. Да, еще вакуумники тоже можно воспринимать как прям отдельная игрушка, ее покупаешь и больше ничего не надо. Эта игрушка как дополнение к коллекции вашей. Итак, с вами был Чалышев Сергей, реальный отзыв про Наоми Tank от моей тестировщицы. Соответственно, все это можно приобрести у меня в магазине magic-wand.me. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. По лайкам YouTube понимает, что мой ролик надо двигать выше. И меня за это всячески любят. Обязательно комментируйте. Это тоже очень сильно влияет. Прям если прокомментировать в начале видео, оно будет долго в топах оставаться. Если видео без комментариев, то, увы, быстро оно опускается. До встречи в следующий раз. В следующие разы я покажу вам какие-нибудь возбуждающие средства новые.